Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые коллеги-журналисты! Здравствуйте, наши пользователи в интернете! В эфире Международный пресс-центр юбилейного славянского базара в Витебске. И сегодня у нас встреча с любимым в Витебске, да что в Витебске, наверное, уже во всем мире артистом, который редко встречается с журналистами, правда? Вот, но сделал исключение у нас в Витебске и сможет ответить на ваши вопросы. Димаш Кудайберген. Обычно аплодисменты громче, когда звучит это имя. Димаш, хотелось бы поинтересоваться, вот ваш микрофон, позволю себе начать наше общение и задать, наверное, может быть такой банальный, классический вопрос. В 95-м году вы стали обладателем гран-при на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Как это изменило вашу жизнь? В 95-м году. В 95-м году, да. В 2015 году. А, в 15-м. Ну я же волнуюсь. Вы прямо так вот агрессивно. Ну, лучше на меня. Да, спасибо. Да. Спасибо большое за вопрос. Да, 15. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые журналисты. Я очень рад здесь находиться и хочу поблагодарить всех организаторов за то, что не забывайте про меня, за то, что приглашаете. Я, не знаю, очень сильно люблю Беларусь, я очень сильно люблю белорусский народ, я очень трепетно отношусь к славянскому базару, я очень люблю эту сцену. И с момента моего участия на славянском базаре уже прошло чуть больше 6 лет. И за это время столько всего произошло в моей жизни. И я очень, конечно же, благодарен славянскому базару за то, что дал мне путевку в жизнь. Кстати, сейчас на экранах мы с вами не видим вот фотографии того 2015 года, когда вы стали победителем на нашем конкурсе молодых исполнителей. И наши представители прессы, наши пользователи интернета их могут видеть. Друзья, коллеги, у меня вопросов много. Мы успели пообщаться уже за кулисами нашего зала. У нас всего лишь 30-40 минут, поэтому не забываем представляться, не забываем не перекрывать камеры, чтобы пользователи интернета нас видели, и задавать вопросы. Димаш, я здесь. Голову правее. Пожалуйста. Я представляю издание «Евразийская правда», как и последние несколько лет. Скажите, вот вам довелось помимо славянского базара много где еще выступать, много вы выступали на «Новой волне», много работаете с Игорем Крутым. Скажите, вот работа с Игорем Яковлевичем сейчас, что для вас значит? Спасибо за вопрос. После славянского базара я поучаствовал в проекте I'm Singer в Китае, где соревнуются уже известные, именитые китайские звезды. Меня пригласили в качестве эксперимента, потому что, я так говорю, потому что среди участников единственный я был неизвестный на тот момент. После этого я поучаствовал на проекте The World's Best, это в Америке на телеканале CBS, и поработал со многими композиторами, и с Игорем Яковлевичем. Мы уже, можно сказать, что очень хорошо дружим. Вот. И работал со многими композиторами из стран Европы, с Америки, композиторы, которые писали для таких личностей, как Мадонна, Риhanna. Вот. В Китае тоже довелось поработать со многими известными композиторами, которые пишут саундтреки для фильмов Джеки Чана, там, для других именитых китайских и мировых актеров и артистов. Вот. С Игорем Яковлевичем у нас некоторые почему-то думают, что у нас есть какие-то контрактные обязательства. У нас просто все на доверии. Он пишет песни, я исполняю. Я работаю с двумя лейблами. Вот. Это в Китае, в Америке. Но я
Как говорится, сам себе хозяин, мои права никто не ущемляет. У меня есть, слава Богу, мои родители, мой отец, мой наставник, моя мама, папа. Вот они мне подсказывают по жизни, и как идти, и как и с чем бороться. В этом плане мне, конечно, повезло. Вот. Песни Игоря Яковлевича, ну, можно про это даже не говорить, потому что не песня, то хит. Даже если бы исполнил бы их не я, а какой-то другой исполнитель, они бы по-любому пользовались бы популярностью, потому что я считаю, что в наше время таких композиторов очень мало становится. Это потому что сейчас шоу-бизнес... Раньше было искусство в шоу-бизнесе, а сейчас шоу-бизнес теряет самую важную составляющую в виде искусства. Вот. И песни становятся намного проще, и исполнители тоже особо много не стремятся к высокоинтеллектуальной музыке. Вот. В этом случае я просто хочу поблагодарить Игоря Яковлевича за то, что он предан своему делу, за то, что он старается до сих пор писать очень достойные вещи. Соответственно, я тоже буду стараться достойно их исполнять. Скажите, в родном Казахстане, когда вы последний раз выступали, что это был за концерт? В родном Казахстане, если не ошибаюсь, я в последний раз выступал со своей сольной программой «Арнау». Проходил концерт на стадионе Астана-Арена. Вот. Ну, знаете, из-за пандемии нам приходится сейчас сидеть дома в основном, работать в студии. Я знаю, что многие мои слушатели, поклонники, фанаты по миру заждались моих новых творений. И я тоже жду прекрасного момента, когда вот эта проблема с коронавирусом везде, во всем мире закончится, и мы можем с легкостью приступить к новым работам. Вот. Кажется, если не ошибаюсь, я года 2 назад выступал. Да. Скажите еще, вот многие обращают внимание на то, что за вами всегда шлейф фанатов, фанаток. Вот какие-то там неудобства доставляет это или нет? Ну, если честно, то я даже удивлен, то, что вы задали этот вопрос. Скорее всего, это огромное счастье. Мы просто должны понимать, что сейчас в современном шоу-бизнесе очень много артистов пытаются добиться какой-то славы. И в этом плане я просто благодарен Аллаху за то, что у меня появилась такая возможность. Это нереальный такой момент, когда ты начинаешь обретать популярность. И после I'm Singer и после Славянского базара, естественно, я начал понимать, что у меня жизнь уже начнет кардинально меняться. И вот. Я не устаю, ни в коем случае. Наоборот, я благодарен каждому дню, который фанаты разделяют ее со мной. Это неимоверные чувства. Словами не передать. Я даже если иногда бывает, да, честно говоря, физически человек чуть-чуть устает, недосып, и там по 3 дня, по 4 дня не спишь, и потом тебе нужно будет встречаться со своими слушателями. Но именно в этот момент я энергетически отдыхаю. Скажите, а из какой самой дальней страны вам писали? Еще раз? Из какой самой далекой страны вам писали? Наверное, из Африки. А песни там ваши поют? Ну, не все, конечно, но есть слушатели. Спасибо большое. Здравствуйте, Димаш. Иван Павиченко, телерадиокомпания «Витебск». Я хотел задать другой вопрос, но сейчас просто в продолжении. Вот как вы можете объяснить
такой феномен вообще вашего фан-клуба? Потому что я смотрел, как вас встречали в аэропорту Минска, то есть в условиях вот всех тех ограничений, которые есть на перемещение, да, прилетели люди специально вас встретить, и я не знаю, на фестивале есть ли еще артисты, за которыми вот стоит такой огромный фан-клуб. Вот в чем феномен? Ну вот подсказывает Николай Басков, но вот возможно, будет возможность узнать это на пресс-конференции следующей. Я не знаю, честно говоря. Иногда смотрю в зеркало и задаюсь тем же самым вопросом. Вот. Как так получилось, что у меня собирается такая армия поклонников? И мне кажется, просто, наверное, моя музыка им нравится. Я не знаю, честно говоря. Я подслушал, что даже из Тюмени вроде приехали ваши поклонники в Витебск специально, чтобы вас услышать, увидеть, поприветствовать. И подарки передают тоже, насколько я знаю, из-за границы. Ну, еще такой вопрос. В этом году вы будете членом жюри международного конкурса. Когда-то вы сами были участником, но вот сейчас, оказавшись уже по другую сторону баррикад, на что вы будете обращать внимание, что для вас важно? Может быть, будете там отстаивать каких-то артистов до последнего, то есть вот, там свое мнение как-то продвигать? Поскольку конкурс еще не начался, у меня на данный момент нету фаворитов. Я, конечно, как патриот буду болеть за представительницу нашей страны, это естественно. Если я сейчас буду говорить, что нет, такого не будет, это будет неправдой. Но делать какие-то поблажки я не собираюсь, потому что у меня немного другой принцип, поскольку я сам вырос на международных конкурсах, и я прекрасно понимаю их. Славянский базар — это та площадка, где стираются все границы между странами, между менталитетами. И все люди, представляющие разные национальности, разные страны, они начинают общаться на одном языке, на языке музыки. И в этом плане на мне лежит огромная ответственность, намного больше, чем когда я сам принимал участие в качестве конкурсанта. И, пользуясь моментом, я хочу пожелать всем участникам удачи, чтобы они выступили достойно. И, конечно, если я сейчас буду говорить то, что типа Гран-при — это не самое главное, некоторые, наверное, поверят в это, некоторые нет, но на самом деле это так. На самом деле Гран-при не самое главное в жизни. Самое главное — это то, что тебя после этого проекта полюбят многие, возможно, даже миллионы. И поэтому конкурсантам остается всего лишь достойно выступить и отыграть все свои программы на все 100. На что я буду обращать внимание в первую очередь, это на то, как они будут справляться с выбранными материалами. Потому что иногда бывает так, что артист может наступить на песню, на горло собственной песни из-за того, что берет очень сложный материал, так как хочет поразить всех, а на самом деле у него получается не очень хорошо. Лучше, считаю, выбрать не прям супер техническую песню, а спеть ее на все 100%, чтобы она звучала, чтобы она была спета на все 100%. Вот. И в первую очередь, конечно же, буду обращать внимание на исполнительское мастерство, дальше актерское мастерство, что немаловажно, потому что я считаю, что артист в первую очередь он актер, потом только вокалист, потом музыкант. Вот. Остается пожелать удачи всем. Спасибо вам, тоже удачи. Спасибо. Хайырлы түн, Димаш. Хайырлы кеш. Хайырлы түс. Иванова Оксана, международная редакция DK Media World для издания «Деловой Казахстан».
В прошлом году вы начали работать с композиторами Ринатом Гайсиным и Куатом Шадельбаевым, которые в свое время много работали с Батырханом Шукеновым. Батырхан Шукенов тоже был членом жюри на фестивале «Славянский базар» в свое время. Его здесь помнят, так же, как и в странах СНГ, и любят очень. Скажите, пожалуйста, какое влияние на ваше творчество оказало сотрудничество с этими композиторами? И ощущаете ли вы какую-то связь с творчеством Батырхана Шукенова? Единственное связующее звено на данный момент с Батырханом Шукеновым — это то, что я работаю с теми же композиторами, с кем он работал когда-то. Это Куат Шадельбаев, это Ринат Гайсин, это очень известные у нас в стране композиторы, очень авторитетные люди. Я не знаю, будет правильно, если я сейчас поделюсь своими чувствами и скажу, что я очень сильно скучаю по Батырхан ага. Его очень не хватает. Мы выросли на его музыке, он для нас навсегда останется настоящим примером, как должен себя вести артист, как должен себя вести певец. Он был невероятно скромным человеком, и он всегда поражал нас всех тем, что, имея большую славу, большой авторитет, выступая на огромных площадках, он всегда оставался самым спокойным, самым скромным человеком. И он по сей день для нас является путеводителем, учителем. Вот. Очень много артистов выросли на его песнях. Он для нас как целая энциклопедия. Ринат Гайсин — это тот композитор, который долгое время сотрудничал с Батырхан ага, и мы с ним в очень хороших отношениях. Вот. Куат Шадельбаев — это тот композитор, который сочинил самый большой такой хит на казахском языке для Батырхана Шукенова. Называется «Вот она». Вот. Они записали целый альбом. Альбом имел колоссальный успех в Казахстане. Не только в Казахстане, но, конечно, на всех странах СНГ. Поклонники вашего творчества из Европы очень мечтают о продолжении вашего тура «Арнау», о концертах, которые, к сожалению, не состоялись из-за пандемии в Минске, Дюссельдорфе и Праге. Положив заветный билетик далеко в ящик, тем не менее, они ждут, не сдают билеты. Могли бы вы сказать им какие-то слова поддержки? Блин. В том числе и минскому зрителю мы тоже ждем. Давайте Нас тоже перенесли концерт. В этот момент я просто встану и сделаю поклон для всех своих слушателей, которые не сдали билеты. Да. И понимаете, для артиста это огромное счастье. Я даже, если сейчас скажу, что прослезился, конечно, это не совсем правда, но если бы я умел бы плакать, я бы заплакал бы. Подождите, вы не умеете плакать? Казахи не плачут, мужчины. Вы че? Вот. Я был тронут и хочу поблагодарить всех своих фенов по миру за то, что не сдали билеты. Прям это... Я об этом даже в юношеские годы даже, наверное, не мечтал. Вот. Это огромное счастье. Огромнейшее. Я вообще по жизни понимаю четко одну вещь. Я очень счастливый человек. Понимаете? Очень счастливый. Потому что в мире около 7 миллиардов людей. По сущности, мы все люди хотим быть замеченными. Мы все хотим быть известными. Многие в этом не признаются, но это правда. И столько вокруг талантливых певцов, столько талантливых артистов, а Аллах именно захотел, чтобы у меня все начало получаться, понимаете? Так что я стараюсь максимально философски относиться ко всему
тому, что происходит в моей жизни. И я просто благодарю Всевышнего, благодарю своих родителей, благодарю всех своих слушателей. То, что я сейчас сижу и имею возможность говорить, рассказывать вам все это, делиться своим самым сокровенным перед журналистами, да? Это огромное счастье. Я к этому очень долго шел. Я, честно говоря, иногда просыпаюсь и своим друзьям говорю: ребята, прикиньте, блин, я же обо всем этом мечтал. И мы до сих пор, все мои друзья, вся моя семья, я в том числе, просто благодарим Всевышнего, благодарим всех за то, что все у меня так происходит в жизни. Огромное вам спасибо от всех тех, кто ждет ваши концерты. И вот еще один вопросик от них, от ваших поклонников в Канаде и в Америке. Я думаю, что многих интересует этот вопрос. Вы не поверите, но они мечтают услышать от вас что-нибудь из Нотр-Дам-де-Пари. Говорят, вы знаете эту оперу наизусть и даже участвовали в постановке номера для одного телевизионного проекта в Казахстане. Вот какую бы партию вы хотели бы спеть, если бы была такая возможность? Какую бы роль сыграть? Я чуть-чуть не расслышал. Из какой оперы? Нотр-Дам-де-Пари. Это же мюзикл. Да, мюзикл. Наверное, роль Фебуса или Клопена. Роль Фебуса мне больше по душе, потому что его девочки любят. А роль Клопена мне больше подходит по вокальной части. Я вообще должен признаться, в далеком 99-м году, когда Нотр-Дам-де-Пари поразил практически весь мир, у меня была дома кассета с мюзиклом Нотр-Дам-де-Пари. И 5 лет я выучил все песни из этого мюзикла. Можно даже сказать, что Нотр-Дам-де-Пари сделал меня музыкантом. Можно даже так сказать, я так считаю. Потому что я очень сильно полюбил этот мюзикл. И сейчас, кстати говоря, мои друзья, те ребята, которые со мной хорошо общаются, они сейчас принимают участие в казахстанской версии этой постановки. И так получилось, я в детстве, так скажем, Эсмеральда мне нравилась. Да. И потом проходит время, спустя несколько лет, даже почти 20 лет после I'm Singer, мне звонит та самая артистка, которая играла роль Эсмеральды. Да, она позвонила, мы с ней познакомились. Она пригласила во Францию принять участие в одной передаче. К сожалению, у меня не получилось, потому что у нас график был расписан на пару лет вперед. Но я был очень рад этому разговору. Мне было очень приятно. Огромное вам спасибо. И, пользуясь случаем, я прошу передать мои поздравления прекрасной Эсмеральде, вашей маме Светлане Айтбаевой, которая сыграла эту роль и в телевизионном проекте в Казахстане. Поздравляем ее с днем рождения, желаем ей счастья и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Үлкен рахмет. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Олеся Пашнякова, Белта. Димаш, скажите, в прессе проходила информация, что вы подключились к благотворительному проекту по сбору средств для голодающих детей всего мира. Расскажите, пожалуйста, еще об участии вас в благотворительности. Вы в этом плане вы являетесь примером для многих ваших поклонников. Спасибо большое. Честно говоря, у казахов есть пословица, постараюсь сейчас дословно перевести. У нас говорится «оң қолмен істегенді сол қолың білмесін» дейді. Что в переводе означает то, что делает твоя правая рука, левая не должна видеть, не должна знать.
И в современном шоу-бизнесе, в современном мире шоу-бизнеса все так устроено, что артисты сейчас должны показывать свои благотворительные деяния. Я, честно сказать, я не сторонник всего этого, ну, всего того, что артист должен показывать и так далее. Это такой некий чат, где ты инвестируешь туда, понимаете? Это не для пиара, это не для того, чтобы показаться там каким-то там благородным, благодарным, супер-пупер чуваком. Ну, отчасти о моих каких-то там благотворительных проектах узнают люди и распространяют эту информацию. Конечно, они хотят, чтобы о таких делах люди знали. Я им тоже благодарен. Вот. А в принципе, я не люблю афишировать благотворительность. Я немного, не знаю, как-то по-другому отношусь. Но современные законы шоу-бизнеса, они требуют другого. Поэтому некоторые, наверное, наши проекты благотворительные, они все-таки будут высвечиваться у вас в новостных лентах. Поэтому вот. А есть люди, которые помогали вам? Вот этого вопроса я, честно говоря, боялся, потому что хочется успеть всех поблагодарить, но боюсь забыть кого-то. Конечно, мне помогали мои учителя, мой ректор университета искусств в Астане Айман Мусахаджаева, известная скрипачка, известная на весь мир скрипачка. Она когда-то, когда я только поступил в университет искусств, я жил еще в общежитии, учился на первом курсе. Тогда меня начали приглашать на разные мероприятия, на разные концерты. И я помню, как она сшила несколько костюмов у одного нашего знаменитого кутюрье. Вот для меня это был тогда прям вышаг. То есть это ректор университета так побеспокоилась и пошила вам концертные костюмы? Не только мне, но и другим студентам. Она до сих пор старается показывать мир своим студентам. Она до сих пор старается пробить самые лучшие площадки в мире, чтобы наши студенты имели честь там выступить. Наши ребята выступали на таких площадках, как Carnegie Hall, как Royal Albert Hall. Это, мне кажется, я считаю, что это уровень. Это достойные Мы тоже так площадки, считаем, да. И, конечно, мои родители, в первую очередь мои родители. А познакомьте нас со своим папой, он в зале. Канат Кудайбергенович Айтпаев. Это тот человек, который меня воспитал, тот человек, благодаря которому я сейчас нахожусь на плаву, могу обходиться без подписания каких-то больших контрактов, потому что он помогает, он советует. Иногда возникают какие-то там, нелегко решимые моменты в жизни, в плане моего творчества, в плане карьеры. Я иногда захожу к нему, советуюсь, и он подсказывает. И моя мама, ее сейчас нету, Светлана Ермековна Айтпаева. Сегодня у нее день рождения, и, пользуясь моментом, я хотел бы, спасибо, поздравить ее, пожелать всего самого наилучшего, чтобы все заветные мечты ее исполнялись. А все ее мечты связаны с нами, со мной, с моей сестренкой Раушан, с моим братишкой Мансур. Вот. Я очень люблю ее, очень ценю ее, очень люблю своих родителей. И у нас, у казахов, есть такой момент, первенец в семье, когда появляется на свет, его отдают на воспитание старшим родителям. И поэтому я
хоть и мы все жили под одной крышей, я практически воспитывался у бабушки и у дедушки, поэтому если я сейчас... Я просто должен упомянуть их. Вот. Хочу поблагодарить папа, мама, Сизерде за то, что я являюсь вашим сыном. Это для меня такой самый большой успех в этом мире. Вот. А как в Казахстане за проделки родители наказывают своих детей? Ну, не знаю, меня наказывали прям, ну, нормально. Я, в принципе, не то чтобы был хулиганом, но, как и все ребята, мы во дворе там... Бывали моменты, когда мы подрались, там, да, подеремся. Бывали моменты, когда мы начинаем спорить из-за мяча, который стоит практически $3, да. И не знаю, после каждого спора, после каждой драки родители нас ругали, и у нас, у казахов, практически не бывает такого, чтобы там какой-то родитель обвинял в драке другого ребенка. Он начинает своего ребенка ругать, чтобы в будущем мы стали нормальными людьми. Вот. Ну, я хотел про ремень спросить. У нас как-то вот славян так водится, а у вас просто на словах, да? Ну, в основном на словах. Я был понятливым ребенком. До этого не доходило, понятно. И вы Да, хотели еще один продолжить? вопрос, да. Димаш, вы осуществили, одна мечта ваша осуществилась. На MTV впервые прозвучала песня на казахском языке «Ваша священная земля». Какая следующая ваша мечта, вот такая большая, глобальная, которую бы вы хотели воплотить в жизнь? Ну, как бы это ни скромно ни звучало, я хочу дать большой концерт на стадионе Вембли. Я, конечно же, планирую это. Я хочу дать огромный концерт со своими фанатами. Не знаю, я в голове представляю каждый свой концерт, каким он должен на самом деле состояться. Ну, не знаю, из-за того, что я слишком самокритичный парень, каждый мой концерт не на 100% мне нравится. Ну, утешает только одно, то, что зрители, мои слушатели очень сильно поддерживают. И вот это моя новая цель, над которым я работаю. А если поделиться с другими мечтами. Особенно в Витебске, на Да. Славянском базаре. Да. Я знаю, к чему вы клоните. Этот то концерт обязательно должен был будет. состояться. Я очень хочу провести здесь тоже большой концерт, потому что белорусская земля для меня как родная стала. Честно говорю, я вообще не люблю льстить. Это ни капельки не лезть. Я, когда впервые прилетел на Славянский базар в качестве конкурсанта, я подумал первым делом: боже, какие здесь люди вообще прям, ну, гостеприимные. Это те же самые казахи, те же самые мои земляки, только они посветлее, вот. Как-то так. Я сразу же полюбил Беларусь, я сразу же полюбил всех своих слушателей здесь. И всегда буду стремиться приезжать сюда почаще. Будем ждать ваш концерт. Спасибо. Меня зовут Ралица Димитрова с болгарского фан-клуба. Погромче, пожалуйста. Ралица Димитрова с болгарского фан-клуба. Первое, разрешите меня поздравить вашу маму с днем рождения. Извините, мои русские. Спасибо большое. У меня следующий вопрос. У вас есть планы на сольные концерты в Западной Европе и Источной Европе? Честно говоря, 2020 год я планировал заполнить концертами. Я хотел
поставить концерты в разных уголках мира, в разных странах. Я хотел посетить практически весь мир, потому что я знаю, что это счастье не только моя, но и хорошее настроение для моих слушателей. Вот. Теперь планы немного изменились из-за карантина. Я не знаю, можно ли говорить это, но спустя полгода, примерно полгода, я вернусь на большую сцену со своей новой сольной программой. Состоится большой стадионный концерт, и буду вас всех ждать там. По условиям моего контракта я не могу сейчас Все раскрывать? да, все раскрывать. Понимаем, да. Да. Дату мы объявим чуть позже, но через полгода, даст Бог, если все пройдет гладко, мы увидимся на моем сольном концерте. Страну тоже позже объявим. Спасибо. И мой второй вопрос связан. У вас есть какие-то планы поучаствовать в мюзикле, рок-опера? Все фанаты спрашивают об этом. Конечно, поступают предложения разные. Я, как творческий человек, очень заинтересован в этом тоже, но у меня сейчас в приоритете другие планы, другие действия, и поэтому буду чуть, но потом откладывать это. Да. Но в планах есть в будущем. Ulкен рахмет. Спасибо. Үлкен рахмет. Ну и заключительный вопрос. Я просто не смогу смотреть в глаза этому человеку, если я не дам ей это сделать. Тамара Вятская. Да, Тамара Вятская. Димаш, здравствуйте. Я Здравствуйте. надеюсь, что вы меня помните. Я первая взяла у вас интервью и у вашей мамы, когда вы победили. Помните, там за сценой в 2015 году? Да, это я. Вот знаете что? Ну, то, что я вас люблю, сразу понятно, потому что я слушаю все, что вы поете. Ну, как бы я не отношу себя к фанатам, просто, ну, в силу возраста. Димаш, вот тогда вы мечтали о большой сцене. Вот смотрите, прошло 6 лет. То, что вы мечтаете развиваться в этом плане, это понятно. Но вы остались таким же скромным, таким же даже застенчивым, как и тогда, потому что, ну это было потрясающее интервью, спасибо вам. Спасибо. Но скажите, ваши представления тогда про шоу-бизнес и теперь, и хотите ли вы по-прежнему заниматься именно, эстрадой, скажем так, или же вы все-таки хотите перейти немножко на другой уровень? Вот об этом. Димаш 5-6 лет назад, Димаш теперь, представления изменились ли? То, что вы внутри, спасибо вам отдельное за то, что вы вспоминаете Всевышнего, это очень приятно, потому что он вам дал голос, а папа с мамой его как бы постарались огранить. Что все-таки не в плане сцены, а в плане внутреннего развития? Вот это я хотела от вас услышать. Спасибо. Да, вот это вопрос. Еще в финале уже тут так жарко, так много ответов. Спасибо большое за вопрос. Да. Честно говоря, я насчет этого начал задумываться только вот последние 2 года, потому что я по своей природе больше, наверное, творческий деятель, нежели чем представитель шоу-бизнеса. Понимаете? Мне вообще никогда не нравился шоу-бизнес. Честно говоря, никогда не нравился. Но я безгранично влюблен в музыку. Вот. В современном мире сейчас просто одно без другого не может существовать, поэтому шоу-бизнес, я давно привык к шоу-бизнесу, я знаю, что это такое, я знаю, что да как, что и как делается. Вот. Насчет того, что я застенчивый, не знаю, я не думаю так. Я, в принципе, я просто, честно говоря, поражаюсь, когда человек
не начинает возвышать себя. Когда человек ведет себя максимально естественно, ведет себя так, как считает нужным он, без этого особого пафоса, не знаю. У нас просто дома не разрешается. Я прекрасно понимаю, что со мной происходит, что происходит в моей жизни, кто я. Но возвышать себя я себе не позволю, потому что родители мне этого не позволят. Понимаете, я считаю, что артист — это такой же человек, как и представитель другой профессии. Почему бы учителям не гордиться тем, что они имеют колоссальные, огромные знания? Почему-то представители других профессий держат себя намного проще. Вот. И в этом плане образцом для меня выступает, вот, опять же, мои родители, мой учитель Марат Ожабаевич Атимов, который, он и тогда был простым человеком. Сейчас его в Казахстане знают практически все. Его ученики добиваются больших успехов, но он до сих пор остается очень простым человеком. И глядя на них, я просто понял то, что я не имею права возвышать себя там. Вот как-то так. То есть можно сделать вывод, что вот вы 5-6 лет назад и сейчас, за эти годы вы больше узнали про шоу-бизнес, и теперь вы полностью знаете, как все там работает. Да. Отвечая на вопрос Тамары. Получается так, да. И это вас не изменило и не испортило нисколько. Я просто начал больше в этом деле разбираться, но шоу-бизнес — это just business, это just work. Самое главное — духовная составляющая, самое главное — кем ты себя воспринимаешь, кем ты себя чувствуешь. Я считаю, что если ты хочешь стать большим профессионалом своего дела, ты не должен возгордиться. Ты должен оставаться таким же человеком, который просто любит свое дело, и вот и все. Вот. Спасибо, Димаш. Вообще, мне кажется, вы такой посол доброй воли своей страны в других странах мира, потому что смотришь, когда ваши концерты и когда флаг Казахстана поднимается и в Китае, и на других площадках. Я представляю, как гордится вами ваша страна, и как благодарна вам. И сегодня вот подготовлен специальный сюрприз, который увидят зрители в интернете, которые смогут посмотреть наши журналисты. Оксана Иванова, буквально пару слов расскажите об этом, и мы будем прощаться, мы сможем вас отпустить. Дорогие друзья, наша редакция DK Media World сняла для делегации Казахстана фильм «Поздравление с юбилеем фестиваля». И этот фильм, он был снят со всеми приметами нашего времени. Находясь в разных городах и разных странах, мы связывались друг с другом онлайн. И только здесь мы увиделись вживую первый раз и обнялись. Вот. И я хотела бы от всей нашей редакции выразить огромную благодарность артистам, принявшим участие в этом фильме, несмотря на свою сумасшедшую занятость. Они нашли время для того, чтобы записать слова, теплые слова признания в любви фестивалю. И находили для этого самые неожиданные, это происходило в самых неожиданных местах. Кого-то наш Zoom застал в машине, когда там Амре ехала по делам своим. Динара Султан оставила своих 6 детей дома, пришла в студию, чтобы признаться в любви фестивалю. Дильхан Макин записывал между экзаменами в МГУ во время сессии. Кто-то перед спектаклем в гримерке, кто-то поздно в студии. Мы всем очень благодарны. И этот фильм получился не только как пожелание и поздравление фестивалю с юбилеем, но это получилась история участия артистов Казахстана в фестивале «Славянский базар» и история одной женщины, которой все наши артисты признались в любви. И мы тоже, наша редакция, я из России, Наташа Бреннер из Ирландии, Ольга Тереков из Германии, Виктория Цё из Казахстана, мы присоединяемся к этим пожеланиям, признаниям любви,
Карлыгаш Абдикаримовой, которая посвятила всю свою жизнь развитию детского творчества в Казахстане и уже больше 20 лет является представителем фестиваля «Славянский базар» в Казахстане. И вы цветы приготовили, да? Пожалуйста. Мама Карла, это для вас. Вау! Дорогие друзья, мы желаем Димашу незабываемых дней в Витебске на Славянском базаре, хорошей, интересной, плодотворной работы в жюри. С нетерпением будем ждать вашего появления на сцене. Примите, пожалуйста, на память наш небольшой сувенир. И аплодисменты для артиста. Спасибо. Фильм скоро в эфире посмотрят наши пользователи интернета. Журналисты смогут увидеть через несколько минут его в зале. Спасибо, Димаш. Благодарю за то, что уделили мне время. Вот. Было приятно находиться в вашей компании и беседовать с вами. Вам тоже огромное спасибо. Добрый день, меня зовут Карлыгаш, фамилия моя Абдикаримова. Я представитель славянского базара в Республике Казахстан уже более 20 лет. Сколько я езжу в фестивале, но лучше славянского базара я еще пока не встретила. Это действительно фестиваль. Собираются очень многие талантливые люди, может быть, со всего мира. Мне кажется, уже нет таких. Конкурс, по-моему, польской песни они начинали изначально. А потом уж на Родионом Басом я познакомилась в 2002 году в Каннах. Я тоже была членом ФИДОВ, а он был, как славянский базар, и у нас в Казахстане был такой большой тоже конкурс «Азия Даусу», «Голос Азии». В общем-то, так получилось, и мы познакомились. И вот, оттуда мы приехали, потом где-то, наверное, дней 10 прошло, и звонок ночью. Вы знаете, мы бы хотели пригласить вас и вашего мальчика в славянский базар. Как вы на это смотрите? Я говорю, положительно. И вот мы вместе с мальчиком 6-летним поехали, и его сделали членом детской жюри славянского базара. Вначале в славянском базаре детской было как получасовая программа, там была и хореография, вокал и так далее, как программу они делали. И в жюри сидели дети. Да, первый раз я посмотрела, мне очень понравилось, и очень достоинством наш мальчик судил. И, в общем, вот так я познакомилась с славянским базаром. После этого просили меня, чтобы я была представителем, привозила детей. Я привезла в следующий год тоже коллектив детский, тоже сделала программу, то есть приехала. После этого они меня сделали членом жюри. И вот так я встретилась и познакомилась с славянским базаром. Очень жаль, что Родиона Баса сейчас нету. Это, еще раз хочу повторить, это был очень удивительный человек. Вы знаете, он был человек, который действительно болел за искусство, за чистоту. Почему именно осталось этот очень хороший слава, это мое субъективное мнение о славянском базаре, что это очень честный конкурс. Потому что там открытое голосование прежде всего. Это тоже немаловажная деталь, как вы понимаете. И потом всегда подбор, не просто так случайные, например, люди, а люди искусства, которые люди болеют за молодых исполнителей. Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща.
Я хочу поздравить Славянский базар. Один из самых лучших, а самый лучший. За их любовь к музыке, к песне, за любовь к тем народам, которые приезжают к ним, которых они принимают вот как своих родных. Потому что музыка, именно музыка объединяет всех нас. Это Славянский базар. Процветание, благополучие. Дай Бог вам всего самого хорошего. Пускай будет еще 3 раза по 30, чтобы наши внуки туда приехали на этот конкурс. Из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Амфитеатр, он был наполовину закрыт. Мы все сидели с зонтами, первые, вот, которые ряды сидеть, все люди сидели с зонтами. И в Витебске обязательно во время Славянского базара один день дождь. Это, ну как написано, вот знаете, вот так. И все с зонтами. Вот так сидели, мокрые, и никто не уходил. А потом вот как раз-то Родион Бас, вот он именно пробил для того, чтобы вот этот верхний часть, вот это все закрыть, чтобы люди могли сидеть спокойно смотреть, если даже дождь. Конечно, он очень много, считаю, что сделал для Славянского базара. Это его, конечно, заслуга большая. Тут разговора даже нет. И он всегда с народом, все время там посмотрит где-то, все время в амфитеатре. Он всегда с ними там ходил, разговаривал, спрашивал, какие у вас есть, может быть, проблемы и так далее. Всегда. Сперва я детей привозила, а потом они попросили, давай привози нам взрослых. Алишер Каримов, он один из ведущих солистов в Казахстане. Вообще-то он Певцов, это очень такой интересный, своеобразный и так далее. У нас Динара Султан, у нас Мархаба, она композитор. Ее песни очень многие сейчас поют. Каждый день я ходила на репетиции, я прям чувствовала, как каждый человек, который задействован в этом конкурсе, поддерживали нас во всем. Я влюбилась в город, влюбилась даже в вещи, которые производят белорусы. Такие качественные на самом деле. И сам конкурс, конечно, когда сам министр культуры подошел ко мне, руку пожал и сказал, что я крутая. И для меня это было, знаете, мотивацией. Они меня финансово поддержали. Если вы помните, я получила 3 место, но меня наградили специальным призом от Министерства культуры Беларуси. Финансовая помощь была за выпуск альбома первого. Ну, я думала, сказали, наверное, забудут. Ну, уеду в Казахстан и буду дальше своим делом заниматься. А вы знаете, нет, через 2 месяца они мне ровно такую сумму отправили. Для меня это был, конечно, шок. И я выпустила первый долгожданный свой альбом казахскоязычный. Ну, ребят, это честно, это не конкурс, а это какая-то была для меня прям дорога в большую эстраду. Очень здорово, что Беларусь не потерял такой прекрасный фестиваль, который действительно объединяет очень многих людей, разные национальности, разные культуры. Само по себе Славянском базаре не просто такое то, что конкурс детский вокальный, там эстрадные песни с первых дней, которые идет, а там же идет и очень много фестивальных движений. Столько интересного, и театр там, и кино, народное прикладное искусство. Все это как бы кипит. Вот это самое правильное. Люди приходят, они узнают, что такое Беларусь.
2019 году мы получили первый гран-при, хотя до этого у нас были и вторые места, и третьи. Члены жюри все очень единогласно. Вот гран-при получил, значит, наш Димаш. 22 года получил гран-при в таком огромном большом фестивале. И очень многие же обратили внимание на это. У нас очень много хороших певцов, конечно, но Димаш, конечно, это божий дар. Следующий год так боялась, но после гран-при абсолютно противоположного парня повезли, он первое место взял. Потом у нас, знаете, Макин получил гран-при, Андрей первое место. Мы очень многие страны между собой дружим, каждый раз ездим друг к другу в гости, как и в Италию, Болгарию, Литву, Испанию, Латвию, Молдова. Ну, Россия, все мы ездим на разные конкурсы, и у нас очень многие побеждают смело и уверенно. Славянский базар – это вот именно фестиваль дружбы. Там можно действительно встречать очень много интересных, как и организаторов людей, так и, естественно, участников, которые очень интересны. И очень многие взяли старт именно на Славянском базаре, чтобы дальше продолжать принимать участие в других международных конкурсах. Вы знаете, в целом у меня очень сильные впечатления от Республики Беларусь. Мне очень понравился белорусский народ. Я считаю, что это один из самых добрых, гостеприимных, честных, щедрых, простых народов в мире. Мне понравилась атмосфера, которая она вот непосредственно царит в городе Витебск. Период фестиваля, культурный обмен большой очень. То есть мы все люди искусства, мы все творческие люди, нам очень весело. Там. Мы говорим на одном языке. То есть у нас единомышленников, на самом деле, у каждого по отдельности очень мало. Но когда мы собираемся все, то есть мы превращаемся в такую большую силу, и мы все единомышленники, мы все говорим на одном языке, мы все говорим об одном, и у нас одна цель в жизни. Поэтому такие фестивали, они очень важны именно для людей творческих, людей, которые хотят развиваться культурно. Призовой фонд Славянского базара помог мне сыграть свадьбу, это в первую очередь. И в целом у меня было там очень много подвижек в плане карьеры вне Республики Казахстан, потому что у меня были мероприятия за рубежом. У меня были гастроли в Италию благодаря Славянскому базару. И между собой все конкурсанты, я ни разу не видела, чтобы они друг друга такой завистью. Они с такой радостью все с друг другом, они вместе, вот они в гостинице живут, мы как-то раз пришли, там все они собираются, там все друг другу поздравляют, и они между собой потом вот общаются. Я знаю даже вот нашему парню, украинский певец, он сам композитор, он даже песню свою подарил. То есть очень много вот таких обменов, и это хорошо, потому что так должно быть. Фестиваль должен быть как мир, дружба. Зеркала в прихожей, на гитаре лопну струны, и я надену белые одежды, за собой захлопну двери, и однажды в полнолуние я приду на Славянский базар столько всего мне подарил. Знакомство, дружба. И благодаря этому Дима мне песню подарил, «Вселенная». Как бы такие друзья, это благодаря Славянскому базару. От всей души хочу поблагодарить, выразить признательность те, кто работает над проектом, в проекте, за кулисами. Особенно Глеб Ага, большой респект. Мама Карла, вам вообще большое спасибо. Нашу молодежь казахстанскую прям поднимаете, помогаете и как бы поддерживаете. Спасибо вам большое. Сколько я езжу в фестиваль, но еще раз повторюсь, лучше Славянского базара я еще пока не встретила.
Я всегда старалась, чтобы на Славянском базаре побольше наши были казахстанцы, и они, наши народные артисты, заслуженные артисты, чтобы они тоже, например, видели и были, что у нас в Казахстане относимся к искусству так положительно и с любовью, и все своих мы любим, и хотим, чтобы и другие видели. Международный конкурс «Славянский базар» – это праздник музыки, песен, дружбы и, конечно, многие открытия настоящих талантов. Я в этом сама не раз убеждалась и хочу, чтобы каждый участник обязательно после этого конкурса имел большую популярность, имел хорошие песни и признание слушателей. Да здравствует славянский базар и, конечно, всем участникам конкурса успехов, победы, счастья! Но Роза Рымбаева – это наша звезда, это примадонна нашего Казахстана. Она очень честный, очень такой, знаете, справедливый человек. Вот она сидела тоже уже 3 раза членом жюри на Славянском базаре. И мы и все-таки вот позапрошлом году открыли звезду. Знаете, это так здорово получилось. Нагима Искалиева, народная артистка, члена жюри. У нас очень многие было. Ерлан Букеев. Сейчас нету, к сожалению. Батырхан Шукенов, он тоже у нас был членом жюри на Славянском базаре. С Казахстаном у фестиваля очень долгие, очень дружеские, партнерские отношения, которые вот выливаются в такой результат. Потому что на протяжении всей истории фестиваля Казахстан всегда был очень хорошо представлен, очень было всегда находилась изюминка. Это в большинстве случаев не похожие друг на друга вокалисты, но тем не менее, которые несут вот этот всегда очень высокий уровень своей вокальной подготовки, сценической подготовки. Потому что начиная от того, как они поют правильно, красиво, и как они себя ведут на сцене, это всегда очень, очень визуально, смотрибельно, начиная от костюма, который продуман, и заканчивая вот этой вот очень интеллигентной манерой поведения на сцене, которой сейчас как раз-таки очень много нам не хватает на сцене. Они приезжают на конкурс, и мы видим, как для них это важно. Мы очень серьезно относимся к этому, поэтому мы всегда выбираем на Славянский базар, когда отбор делаем. У детей ясно, у меня дети всегда были яркие, они победители Бустургая Гран-при, которые получили, и вот они едут уже, как бы это награда у них. А взрослыми немножко более сложнее было, потому что у нас, в принципе, казахи очень поющие. Каждый, в общем-то, конкурс и фестиваль – это все школа. Всегда ты там чему-то все равно в любом случае научишься. Они же тоже учатся, поэтому эти фестивали, конкурсы, они очень нужны. Это очень хорошая школа, когда они опыт у друг друга вот так берут. И потом разные культуры, это тоже играет большую rôle. Pour mon esprit qui tombe sur mes lèvres. Я считаю, что для профессиональных артистов Славянский базар своего рода олимп. Я наблюдаю за этим конкурсом очень давно, с детства. Для меня это какая-то, может быть, как для спортсменов олимпиада. И у меня получилось. Я занял 1 место по баллам. И после конкурса «Славянский базар» многое изменилось в моей жизни, в творчестве, в лучшую сторону. После того, как я приехал с этого проекта, меня начали приглашать на разные проекты, выступления, начали узнавать люди. Славянский базар идет в ногу со временем. Многие говорят, мы хотим поехать на Славянский базар. Пускай все будет так, как было изначально, и пускай все так идет. Славянский базар играет важную роль в жизни творческого человека, именно вокалиста, который принимает там участие.
в прошлом году, даже во время, скажем так, пандемии, и мы тоже приехали. Но взрослый у меня 3-й месяц взял, ребенок 2-й. Не опозорили Казахстан, как я всегда говорю. И в этом году тоже едем. Ну, будем думать, в этом году тоже выступим достойно, потому что тоже такой отбор прошел у нас. Членом жюри едет Димаш, и на открытии будет петь еще Роза Рымбаева. Неталантливых детей нет. Все талантливы. Только нужно находить, в каком направлении должен быть, в этом направлении нужно быть работать. То, что в моих силах, я всегда стараюсь всем помочь. Армысыздар, құрметті көрермен, құрметті тыңдарман. Славянский базар 30 лет. Нашему независимому государству тоже 30 лет. Поздравляю вас от всей души с этим праздником 30 лет. Я сам лично приеду вас поздравлять. Всем желаю удачи. Увидимся на Славянском базаре. Славянский базар – это моя любовь. Это самый справедливый и, на самом деле, очень хороший конкурс, показательный. Это дорога в будущее новым артистам, начинающим. Я хочу поблагодарить весь состав «Славянский базар». Такая колоссальная работа делается. Огромнейшая работа. И я видела это все внутри. Большой поклон. Низкий большой поклон «Славянскому базару». И я хочу, чтобы этот конкурс оставался с нами очень надолго. Поэтому процветание «Славянскому базару» и долголетия. Славянскому базару я, конечно, желаю только процветания, а всему белорусскому народу я желаю. Хотелось бы, чтобы в стране всегда был мир, чтобы, приезжая на Славянский базар, мы всегда могли себя чувствовать как дома. Как мы ощущали это в 2016 году, когда я был конкурсантом, то есть чтобы там всегда была такая творческая атмосфера, творческая тусовка, и чтобы он с каждым годом становился только сильнее. Желаю развиваться все больше, больше и больше, чтобы он проходил не только в Витебске, но чтобы вы приезжали в гости к нам в Казахстан. Дорогие друзья, я от всей души хочу вам пожелать всего самого лучшего. Счастья, любви и мира. Славянский базар – это тот проект, который реально на своем примере доказывает то, что музыка не имеет границ. Я вас очень-очень сильно люблю. Очень люблю Белоруссию, очень люблю белорусский народ, очень люблю Славянский базар. На сцене Славянского базара я постоянно чувствую себя как дома. И это чистейшая правда. С юбилеем вас, друзья. Всего наилучшего. Люблю. В этом году Славянскому базару 30 лет. Мне очень хочется пожелать этому фестивалю прекрасному, коллективу этого прекрасного фестиваля долгих лет жизни, благополучия, прекрасных творческих высот, дальнейших успехов, чтобы Славянский базар в Витебске, он жил. Знаете, вот, когда ты приезжаешь, они с такой радостью встречают. И так, вот знаете, как дорогих гостей они ждут. А это всегда очень трогает, в том числе меня. Я поэтому я прям жду каждый год, когда же это Славянский базар начнется, что приехать, окунуться в эту прекрасную атмосферу добра и красоты искусства. Потому что там, в этом фестивале, работают люди с большим сердцем.